Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать, как связать вот такую вот таксу размером 14 сантиметров. Это полностью цельновязанная игрушечка. Глазки здесь стоят 8 миллиметров. Это небольшая игрушечка в виде брелочка с карабинчиком. Вот. Вяжется она очень быстро, одной деталью, ничего не пришивается, вывязывается и ушки, и ножки, и хвостик вывязывается в процессе вязания. Все вяжется очень легко и быстро. Я надеюсь, вам понравится мой мастер-класс. Я прекрасно понимаю, что таких собачек очень много на просторах интернета, но я хотела бы, чтобы у меня был свой вариант такой вот таксы. Тем более она пользуется спросом, до сих пор пользуется спросом, как я уже поняла, вот, по продажам. И поэтому решила сделать свой вариант. И приглашаю вместе со мной связать вот такую вот собачку таксу. Для вязания у меня будет вот такая вот темно-бежевая пряжа. Также я буду ошейничек вывязывать из полухлопка. Это у меня будет розовый цвет. Ошейник можно вывязывать, можно не вывязывать. Это уже на ваше усмотрение. Дальше глазки 8 миллиметров у меня. Носик 10 миллиметров. Также материалы у меня, из материалов у меня еще карабинчик. Вот такой. С застежечкой. Иголочка для стягивания деталей. Также я перешла на крючок 4,5. Я теперь, у меня немножко изменилась плотность вязания. Вот, и для того, чтобы мои игрушечки были более-менее побольше, потому что я их вяжу для продажи, вот, поэтому я взяла крючок 4,5. Вот, мне он полностью устраивает. Вот, и игрушечка не такая манюсенькая у меня получается, вот, как с 4 миллиметров. Поэтому я купила себе 4,5 крючок. И ножницы. Все, давайте начнем. Итак, кстати, я взяла крючок 4,5, но вы можете продолжать вязать эту пряжу четверочкой. Вот, я просто перешла на крючок 4,5. Но вся пряжа у меня на 100 грамм 120 метров, я пряжу не меняю. Так как я не знаю, что это, или Himalaya Dolphin Baby, или Dolce. В общем, цвет цвет пряжи вы можете выбирать под тот тон собачки, которую вы бы хотели связать. Но пряжа у меня на 100 грамм 120 метров. Итак, я набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Так, второй ряд. Первый ряд провязан, второй ряд. Второй и третий ряд мы провязываем 6 столбиков без накида. Хвостиком я подтягиваю и вот так вот выгибаю. Подтягиваю все петельки, чтобы у меня очень хорошо петелька. Первый ряд всегда очень так, четвертая. Пятая. Подтягиваю хвостиком. И шестая. Первый ряд провязан. Ой, вернее, второй ряд провязан. Третий ряд я провязываю опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5
и 6. Видите, третий ряд уже идет более-менее нормально. Значит, хвостик я немножко вовнутрь вставляю, вот так вот помогаю. И вот мы провязали третий ряд. Четвертый ряд я провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер, чтобы не потерять петельки. 1, 2, 3. Дальше 3 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка и в последнюю петельку третья прибавка. Вот так у нас получается в четвертом ряду 9 столбиков. Пятый ряд. Провязываю 3 столбика без накида, в первую петельку ставлю маркер. 1, 2, 3. Дальше мы провязываем по схеме: столбик без накида, следующую прибавка, дальше опять столбик без накида, прибавка и столбик без накида, прибавка. Вот так уже у нас получается пятый ряд. В пятом ряду у нас 12 столбиков. Шестой ряд. Шестой ряд мы провязываем без прибавок и убавок, 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь седьмой ряд. Провязываем. Первый столбик провязываю, ставлю маркер. Дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, провязали 7 петелек. Теперь вяжем с вами ушко. Значит, набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И со второй петли от крючка мы провязываем 4 столбика с накидом. Делаю накид, и во вторую петельку я провязываю столбик с накидом. Раз. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. И четвертый столбик с накидом. Вот, провязали. Вот, теперь у нас здесь получается петелька. Вот петелька, которая у нас есть. Я в эту петельку за перемычку, вот за последнюю перемычку, я делаю соединительный столбик, чтобы не было дырочки между ушком и телом. Вот, сделала соединительный столбик. Теперь со следующей петли я начинаю вязать по голове. 1, 2, 3, 4. И опять набираю 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли от крючка я провязываю 4 столбика с накидом по цепочке. 1, 2, 3 и 4. Провязав второе ушко, вот у нас есть петелька.
И вот у нас 2 перемычки. Вот и вот прямо. За вот эту вот прямую последнюю перемычку я ввожу крючок. Вот, и делаю соединительный столбик с ушком. Вот так. И последняя петелька на голове, провязываю столбик без накида. Вот так у нас уже получается голова. Дальше следующий ряд, 8, провязываю 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и дальше 8, 9, 10, 11. Сгибаем ушко, и за ушком последняя петелька, 12-я, провязываем ее. Вот так. Теперь 9 ряд. Провязываю 6 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. И теперь дальше провязываем 3 убавки подряд. 1, 2 и 3. Получается у нас в 9 ряду 9 столбиков. Вот так голову мы привязали уже. Теперь 10 ряд провязываем без прибавок и убавок, 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Немножко вытягиваю петельку. Вот у нас такая голова получается. Давайте набьем эту деталь, потому что сейчас будем вывязывать тело, и чтобы не было у нас пробелов в холофабере, давайте сейчас набьем нашу голову. Итак, вот я набила уже деталь. Вот уже вырисовывается у нас мордочка. Все, теперь 11 ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик и ставлю маркер обратно. Дальше второй столбик. В следующий столбик мы вяжем ножку, первую ножку. Значит, я делаю накид и провязываю в следующую петельку шишечку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. Вот провязываю 1, 2, недовязанный столбик с накидом, 3 столбик недовязанный и 4 столбик недовязанный. Вот. Теперь провязываю все петельки вместе и делаю воздушную. В следующий столбик я провязываю столбик без накида. И дальше опять провязываю ножку, шишечку, которая состоит из 4 столбиков с накидом. 2, 3 и 4. Теперь делаю накид, провязываю все петельки и делаю воздушную. И дальше до конца ряда я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
и 4. Все, провязали мы ножки. Вот так они выглядят. Они должны быть параллельно, конечно, нашей, получается, мордочки. Вот теперь мы провязываем. Итак, мы провязываем дальше 9 рядов по 9 столбиков по кругу. Без прибавок и убавок, 9 столбиков без накида, 9 рядов. Давайте так провяжем до 20 ряда. Итак, я провязала 9 рядов до 20 ряда. Я уже набила, постепенно набивайте туловище, чтобы не было пробелов в нашей детали. И теперь 21 ряд. Я снимаю маркер и провязываю 5 столбиков без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую провязываем третью ножку, шишечку из 4 столбиков с накидом. 2, 3, 4. Воздушная. Дальше столбик без накида по телу. И следующее опять ножка. Уже 4-я. Все петельки провязываем, воздушная и последняя петелька на туловище. Все, вот мы провязали с вами ножки, они должны быть параллельны другим ножкам. Вот. Теперь 22 ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Дальше второй столбик без накида. Теперь вяжем хвостик. Хвостик у нас 4 воздушные. Это 3 и 4. И со второй петли 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше вот за вот эту вот перемычку на петельке, ой, на столбике, я делаю соединительный столбик. И дальше провязываю 7 столбиков без накида по туловищу. По воздушным петелькам столбик, дальше воздушная петля и вот столбик последний. Все, хвостик мы с вами провязали. Итак, хвостик мы провязали, я немножко увеличила экран. Вот хвостик должен быть параллельно серединке головы. Вот так. Так, теперь, итак, 23 ряд я провязываю таким образом. Я снимаю маркер и провязываю первую убавку за передние полупетельки. Провязываю убавочку. Дальше за хвостиком столбик без накида. Так нужно повторить еще 2 раза. Убавка. Столбик без накида. И последняя убавка. И столбик без накида. Все, я обрезаю хвостик, фиксирую ниточку, добавляю немного холофайбера, потому что здесь у нас еще есть
немного пустого места. Набиваю тело до нужной нам плотности. Теперь я беру иголочку и стягиваю отверстие. В центр вставляю, а вывожу в любое место. Все подтягиваю. Все поправляю. Хвостик у меня посерединке. Вот. И теперь путаю ниточки. Все, наше тело готово. Теперь нам нужно всего лишь приклеить глазки и носик. Все. Вот такая собачка. Теперь давайте вставим глазки. Глазки я вставляю между 5-м и 6-м рядами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 между 5-м и 6-м рядами. Вот так вот между прибавочками, ушки вот так вот опускаем. Вот между прибавочками вставляем глазки. Глазки я приклеиваю на клей-пистолет, на горячий. Вот вы приклеиваете так, как удобно вам. Итак, я приклеила глазки. Вот такая мордочка у нас получается. Очень мордочка симпатичная. Вот, и теперь последний штрих. Это при желании вы можете вывязать себе ошейник. Ошейник я буду в этот раз делать розовый. Беру я точно такой же крючок. Просто набираю цепочку из воздушных петель той длины, которая мне необходима. И меряю вот так вот на своего песика. Еще несколько. Вот так. Все. Обрезаю и вывожу. Все, теперь вот так вот беру. Здесь завязываю. Смотрю, чтобы у меня там не перекрутилась цепочка. Вот здесь вот завязываю на узелочек. Теперь беру иголочку, вставляю сюда хвостики. Первый хвостик и
второй хвостик. Вставляю вот в центр, там, где у нас был узелочек, а вывожу в любое место, чтобы спрятать вот. И еще раз можно сделать, зафиксировать где-то, чтобы наш ошейничек был аккуратненько. Вот такой вот аккуратненький ошейник. Теперь я обрезаю все, прячу. Все, вот такой вот песик у нас получается с ошейничком такой. Теперь я беру и возле ошейника вот здесь где-то продеваю через 2 петельки карабин. Все, вот такая вот собачка у меня получается. Давайте посмотрим с темным вариантом. Вот такие 2 песика получается, девочка и мальчик. Благодаря ошейникам можно вот так вот определять, кто у нас будет. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Мастер-класс очень легкий и быстрый. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.